Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Стрелец. Таро-прогноз, цыганский старинный пасьянс, Таро на неделю с 5 по 11 мая. Что изменится или что, быть может, заставит измениться вас? Давайте узнаем. С чем могут быть связаны события будущего или в какой сфере вы будете вносить коррективы или принимать важные решения? И к чему все идет? Достанем с вами карту как знаки судьбы. На что нужно обратить внимание или что важно услышать. И, конечно, мои дорогие стрельцы, будем реалистами. Любой прогноз или расклад, по крайней мере на моих каналах, не носит предсказательного значения. Мы вместе с вами размышляем, предполагаем и допускаем наличие альтернативных вариантов развития событий, потому что карты – это лишь метафора. Это как один из способов самопознания, это инструмент для того, чтобы осознать те глубокие процессы, которые происходят в вашей душе и формируют какую-то проблему с целью найти решение этой проблеме. Увидеть как-то беспристрастно, когда не давлеет над нами шаблон сознания, тот или иной вопрос, который вас беспокоит, найти решение ему и эмоционально пережив, снять напряжение. Вот, наверное, в основном, когда мы смотрим расклады, прогнозы, мы словно абстрагируемся, мы позволяем своей интуиции или шестому чувству, нас или душе своей дать какую-то другую подсказку, нежели мы прежде бы находились во власти каких-то даже стереотипов. И, наверное, эпоха Водолея для нас – это больше индивидуальности, внутренней свободы. Мир меняется и заставляет нас тоже меняться. Итак, смотрим, мои дорогие. Стрельцы, солнечные люди. Кто или что спешит в вашу жизнь? Что будет на этой неделе происходить? События будущего. И вот пока я не вижу совпадений. Когда нет сразу совпадений, тогда чаще всего проигрывается спокойное течение жизни. Или это тот контекст, который предшествовал на предыдущей неделе. Ну, давайте до конца разложим наш пасьянс. И вот смотрите, у вас выпадает корона. Корона – это символ власти. И, конечно, она может говорить о вашей власти. Или когда есть желание, ну, как-то по-своему поступить. Когда карта будет говорить или значение о том, что вы сейчас находитесь в хорошей форме. Имеется в виду, когда вы ресурсны, вы можете что-то осуществить, вы можете договориться, вы можете провести некоторые согласования. И по короне у нас также идут, поскольку символ власти, высокие учреждения, инстанции, может быть, люди, наделенные властью или имеющие в своих руках сферы определенной влияния. Может быть, это контакт с конкретным лицом, или знакомство, я такое тоже могу предположить, потому что вам нужно решить какой-то свой вопрос. А еще бокал – это гости, мои дорогие. Это и вы можете куда-то отправиться, но это и к вам кто-то может приехать. Давайте смотрим, что еще у вас выпадает. В нашем пасьянсе мы можем соединить крайние ряды как по горизонтали, так и по вертикали. И поэтому смотрим, что у нас еще совпадает. У вас совпадает, мои дорогие, колокол. Колокол – это неожиданное известие. Эта новость может быть разной. Это и средства массовой информации, когда мы что-то услышали. И это не вписывается в наш шаблон. Или это может быть как телефонный звонок, какое-то сообщение в мессенджерах. Но самыми, может быть, и СМС, да, или через контакты мы с каким-то человеком говорим, и вдруг внезапно он нам ключевую фразу словно произнес, и мы понимаем, докладываем это своей какой-то темой или то, что мы хотели осуществить, теперь мы видим с каких-то новых позиций. Может быть, это вы как раз услышите что-то, и после этого будете
организовывать какое-то дело или вашу какую-либо задумку, или перестраивать, проводить какие-то согласования, или отправляться для того, чтобы уточнить некоторые детали буквально к чиновникам или к людям, которые могут прояснить какой-то вопрос. И я должна сказать, что вот я пересмотрела, и я не вижу у вас совпадений. Ну, видимо, есть какая-то задумка, мои дорогие стрельцы, то, что вы хотите осуществить. И, видимо, где-то в этом направлении, пусть это даже одна какая-то тема, но вы будете ею заниматься. Может быть, это как дело, которое наспех не сделаешь, а, возможно, это где-то глубокое такое ваше понимание, мудрое, что, ну, правда, тут надо повременить с каким-то важным решением или понаблюдать, мои дорогие. У нас год змеи, а змея, она мудрая. Она наблюдает, анализирует и только потом действует. Вот какие-то такие энергии могут у вас проиграться на эту неделю. Но мы идем с вами дальше. Что неожиданно изменится или в какой сфере жизни вы будете принимать важные решения? Имеется в виду, ну вот, наверное, как этот колокол, что меняется во внешней обстановке и как это влияет на вас. А вторая карта, что измените вы или захотите изменить? И к чему все идет, какое продолжение следует. Знаки судьбы, как подсказки высших сил, и на что нужно обратить внимание, и что-то не пропустить, и к чему все идет. Достанем 3 карты по основным сферам жизни. Это ваши достижения, дела, учеба, документы, работа, энергия денег, финансы. И личная жизнь, любовь. Давайте будем узнавать, что же там неожиданно меняется. А ведь и правда какие-то согласования. Смотрите, аркан справедливость. Вы можете посещать юристов, адвокатов, потому что вы хотите либо осуществить какой-то или решить вопрос, подписать важный документ. У кого-то это может быть, ну, где-то пересекаться как минимум, возможно, и с банками, или с какими-то структурами, когда именно материального плана чего-то касаться будет или вопрос, или какое-то ваше решение. И когда выпадает этот аркан, мы не можем сделать по наитию, или мы не можем сделать только по своему видению. Нам нужно рассмотреть проблему, историю, или то, что вы хотите осуществить с разного ракурса, или с разных, точнее, ракурсов, или где-то на пару шагов вперед, быть таким провидцем или задать себе вопрос, а что будет, если вот я сейчас осуществлю этот проект или буду продолжать вот в той концепции, как я это представляю. Так вот, что будет через пару шагов? Что это будет через месяц, может быть, через год? Вот это далекое видение вам дает определенные перспективы для себя сделать что-то более правильно. Почему? Да потому что всегда по этой карте это как карта кармы и причина и следствие. Может проиграться и так, что какой-то прежний вопрос, который вы решали, ну, может быть, не завершили, вам придется завершать в эту неделю. И это потребует некоторых согласований. Но может проиграться и следующая ситуация, когда вы даже занимались чем-то, но потом оставили это дело, потому что не видели для себя возможностей. То здесь карта нам говорит, могут появиться те люди, когда для тебя словно открытый путь. Или те помощники, единомышленники, может быть и так, которые тебе дадут какой-то дельный совет. Вообще причина и следствие – это в первую очередь, когда мы что-то сделали в прошлом хорошо, значит, пусть руками других даже людей. Нам словно высшие силы помогают решить какую-то тему. Или когда мы сделали что-то, ну, не очень хорошо, где-то мы там наследили, напутали, то теперь, скорее всего, вот из прошлого какая-то ситуация может вернуться, чтобы мы тоже все расставили по местам.
Но это, понятно, не для всех проигрывается. Основная тема того, что тут действительно могут меняться законы. У кого-то это может меняться приказы на работе, банально. Могут меняться руководства. И, понятно, новая метла по-новому метет, значит, какие-то новые положения, график работы или какие-то контакты, которые вам придется словно заново отстроить. Может быть, вы меняете, изменили работу, и вам нужно коллективу, какому-то новому порядку подстроиться еще, да, или адаптировать вот себя. Есть такой момент. Но тогда примите во внимание, наверное, эта неделя, вот не делай ничего того, что по закону не предполагается. Мы соблюдаем закон, мы уважаем какую-то даже систему иерархии, и тогда закон нам помогает, и буквально контакты с какими-то, может быть, даже властными такими лицами, или, может быть, обращение в таковые структуры для нас проясняет тоже какой-то вопрос. Причем не приблизительно, или как мы это предполагали, а конкретно, как это соотносится с каким-то порядком или с тем, что принято в обществе. Но всегда это баланс, безусловно, потому что нам изображены весы. Поэтому внутренний баланс– это как вот внешняя обстановка, она может на вас, точнее, влиять. И, может быть, даже вот эта новость, она сначала нас выбивает из колеи, а потом, если мы сядем так холодным умом поразмышляем, то мы как раз найдем не один вариант, как с этим провзаимодействовать. Что же меняете вы сами? А вот у кого-то, кстати, правда, внешняя обстановка вроде бы меняется, и у кого-то заставляет, может быть, менять работу или отправиться конкретно в путешествие, или внести коррективы в вашу жизнь. Может быть, я такое предполагать могу, когда вы будете для себя рассматривать новые возможности заработка. Может быть, та новость, которая к вам придет, вынуждает где-то или воздействует на вас таким образом, что как вторичный доход. И вы будете искать возможности этого вторичного дохода или пассивного дохода, как это можно осуществить. Причем это карта мужества. Идти вперед придется в одиночку. Значит, вы сами где-то можете даже не распространяться о том, что вы надумали делать или что вы надумали согласовывать. И это будет правильной практикой, потому что карта тоже говорит, ну, где-то надейся сам на себя, будь готов к неожиданностям. Но это карта заслуженного успеха. Поэтому что вы будете менять? Какую-то траекторию в отношении своего собственного успеха. Для кого-то из вас будут рассмотрены вопросы, к примеру, когда вы ну, начнете, может быть, и изучать что-то из области новых технологий, цифровых технологий, искусственного интеллекта. Или пусть даже вы не работаете, но вам захочется в этом разобраться. Может быть, кому-то разобраться даже в компьютере захочется, так поподробнее. И меня смотрят люди как из разных стран, так и из разного возраста. И, может быть, вы понимаете, ну да, прогресс, увы, может быть, я прежде как-то думал, что мне это не нужно. А теперь вижу, что да нет, скорее всего, тут надо быть более грамотным. Почему? Потому что эта карта может еще и символизировать о том, что в ближайшем будущем мир это ожидает, будут пересмотрены системы взаиморасчетов. То есть, да, вот как мы говорим, электронные деньги. Не обязательно я тут говорю о самих по себе криптовалютах. Нет, тут именно взаиморасчет. И нам нужно понимать, как эта система работает. Масса приложений, а еще такая же масса разных фейков. Или когда научиться разбираться, откуда мне пришло письмо на мой Gmail. Или это фейк какой-то, или это какая-то реклама непонятная, или это вообще фишинг. И куда я пойду, и чего в конечном итоге я буду получать от этого. Тут какая-то грамотность может быть, интернет-грамотность вполне вероятно. Потому что очень хорошо как раз по шестерке мечей, ведь пространство, да, и эфир, и интернет. И часто по этой карте мы можем изучать языки. Или готовиться к переезду, или задуматься о переезде, смене места жительства. Тут мы можем что-то переиграть. Переиграть в том плане, что был один приоритет, а тут и смена приоритетов у вас тоже может быть. В зависимости от того вопроса, как меняетесь вы, как меняется сфера ваших интересов или что для вас важно. Но и в вас изменения вот эти происходят. Причем такие, знаете, ну, более чем значимые, потому что как способ мышления, образ мышления, способ восприятия мира, вот даже так.
Давайте посмотрим, к чему же это все идет. А как выбор? У кого-то выбор по работе. Кто-то может начать учить языки, может быть, и буквально, связанные с переездом. Но, может быть, и языки программирования, опять же, потому что нужно переехать или работать из любой точки мира. Выбора карта. Влюбленные. У кого-то может быть и встреча с любимым человеком, а вы на расстоянии. Адаптировать надо себя к новой общности, к новому, опять же, менталитету, к проживанию в новой местности, может быть, даже в новой стране. Есть какие-то вопросы вот именно по адаптации. Вот все три карты, мои дорогие, об адаптации и рассмотрении разных вариантов. Как с этим взаимодействовать или как пойти в какую-то инстанцию, как построить разговор, как себе не навредить, да, как вот этот вот успех, он должен продолжаться, вот как будто это точка на этом поставлена, но вы ищете методы или словно проходите какой-то путь, как в темноте на ощупь, вот по шестерке мечей как раз что-то подобное и проигрывается. И поэтому, может быть, закон помогает. Но вы словно постоянно в какой-то ситуации выбора. И правда, мы ведь, если на ощупь идем, мы еще не знаем, что мы там впереди встретим. Или как сложится судьба. Но у нас хватает мужества идти вперед. Вот у вас хватает мужества идти вперед, мои дорогие любимые стрельцы. И это меняет вас. Но и ваша жизнь, она где-то как на грани между прошлым и будущим, между каким-то очень важным выбором, когда вам приходится рассматривать и первое, и второе, просчитывать и первое, и второе, прежде чем вы отдадите чему-то предпочтение. И у кого-то это и по личной жизни, а у кого-то это может проиграться и по работе. Ой, переезд. Собирались в одно место, а поедете в другое. Такое тоже могу предположить. И вам словно по судьбе. Посмотрите, у вас 3 старших аркана. Мои дорогие стрельцы, если вы принадлежите к преподавательскому составу по карте Иерофант, все-таки это учитель. Да, еще идет значение ученика. Но все же, если вы что-то преподаете, какой-то предмет, науку, то тут, как знак судьбы, ты можешь, стрелец, добиться значимых высот, получить какую-то ответственную должность, пост. Примите это к сведению. Но это мы еще и ученики, вся наша жизнь, наверное, это учеба. Где-то и к нам обращаются за советом. Но и мы учимся, потому что мы с вами вообще живем в эпоху перемен. И нам, наверное, приходится то и дело адаптировать себя как к новым законам или к новой ситуации, по сути, к новой реальности. И это своего рода ключи. Когда мы ищем либо тех лиц, с которым нам будет правильно провзаимодействовать, или ту дверь, которая ведет нас к исполнению желания, подбираем эти самые ключи. Здесь действительно какой-то, может быть, опыт проб, может быть, где-то и ошибок, но это не те глобальные ошибки, а то, когда мы понимаем, ага, вот как эти два пути, да, по аркану влюбленные, попробовали через опыт именно что-то, видим, а не идет, не складывается. Так в нашей жизни и бывает часто, когда мы пытаемся в каком-то одном ключе действовать, а у нас все время не получается. Мы досадуем, мы злимся, а потом начинаем задумываться, а может быть, это нас словно судьба останавливает и говорит, не, ты тут что-то переделай, пересмотри, переиграй. Вот просто останавливает сама судьба, потому что тебе туда не надо. И стоит нам изменить какое-то либо свое собственное мнение, или маленький метод, какой-то тонкий нюанс. И чудеса, двери открыты. Людей мы встречаем, те, которые нам могут быть, ну, где-то и полезны, или могут нам помочь решить тот или иной вопрос, или тех искренних людей, которые, как дружба, у нас с ними будет продолжена. Ну, вот такой вот тонкий нюанс у вас может как раз и проигрываться на этой неделе, когда вы что-то пробуете, именно через опыт, пытаетесь адаптироваться сам или сама, и насколько прочувствовать перспективно то или иное направление. И если нет, вы будете отказываться, причем, ну, так достаточно легко, без какого-то эмоционального надрыва. И тогда все равно вот эту лестницу вы словно находите. Подсказка высших сил будет с учетом, тем более, аркана справедливость,
Уважай власть, уважай закон, уважай систему иерархии, где бы ты ни находился. И если ты хочешь что-то осуществить, у тебя это должно буквально согласовываться с законом. Не идти в противоречие какое-то с законодательными актами или с какими-то положениями, или буквально с менталитетом той общности, в которой вы находитесь. Меня смотрят люди из разных стран, и у каждого своя ситуация. Но у кого-то это могут быть еще все же по аркану иерофант не только высокие чиновники или какие-то структуры проходят, но и буквально бракосочетание, венчание, но иногда все то, что мы оформляем де юре, но может быть и бракоразводные у кого-то процессы или важные какие-то решения по части личной жизни, но это все равно какая-то ситуация выбора. И к чему все идет? К Солнцу. Вы знаете, вот ваша неделя или ваша позиция на этой неделе, максимальная ясность, это как девиз, потому что по Солнцу это новое качество жизни, то, которое вам по судьбе. Но вот этот путь, как я уже сказала, прежде мы его словно нащупаем или поймем, может быть, интуитивно где-то прочувствуем, какое направление для меня более перспективно. Это тоже ведь какой-то период времени. Или некоторая работа, когда мы что-то уточняем, проигрываем в уме, может быть, ситуацию, как я себя буду чувствовать, к примеру, если переезд в той местности, куда я собираюсь, или на той работе, куда я хочу перейти, или в той должности, которую я себе задумал. И в конечном итоге это возможности по судьбе перед вами с новым качеством жизни стоят на кону. Есть что-то очень важное в эту неделю. И пусть нам пасьянс. Сказал лишь вот гости или какие-то контакты. Это могут проходить и люди совершенно новые. А второе или первое, наоборот, значение – вот это корона. Как и в вашей власти многое совершить, но и для вас, мои дорогие стрельцы, контакты с более влиятельными людьми, как будто предпочтительней, а кто-то может пересматривать свое окружение. Причесывать, словно чистить. И такое я тоже предполагаю. Опять же, старшие арканы. Сфера ваших достижений. Чудесно. Как раз по двойке пентаклей и проходит знание и опыт. Когда ты пробуешь что-то через опыт и понимаешь, будешь ты это продолжать или нет. Будет прогресс или не будет. Пробуй, пока не получится или не надоест. И будь спонтанным, легок на подъем. Именно через опыт приходит больше уверенности или больше понимания, что следует продолжать, а что нет. Но это какая-то игра. Я должна сказать, мои дорогие стрельцы, это ваша игра, это не чужая. Это вы сами тут что-то затеете. Наверное, то, что у каждого означает это солнце, или то, что вы хотите осуществить, согласовать, или куда переехать. Вот разные, совершенно разная палитра занятий. Но, повторюсь, через практику открывается как и истина, так и понятно, чем заниматься. Может быть, у кого-то тройка мечей. Это карта некоторого выздоровления, мои дорогие, и у вас на финансы. Может быть, вы вложились во что-то, и потом пришли к выводу, зря, не надо было мне на что-то соглашаться. Может быть, у кого-то и личной жизни касаются вопросы, и фактически эта история закончилась, фактически, да, а де юре еще некоторые вопросы по части имущества, денег остались несогласованными. И здесь уже вот какая-то шоковая ситуация, которая у вас сложилась в прошлом. Она нас уже, вообще не цепляет. Я очень люблю эту карту именно в этой колоде. Почему говорю выздоровление? Потому что здесь наглядно прорисовано. Вот эти шрамы, мои дорогие, на сердце. Это вот этот сгусток боли, когда мы словно кричали от боли. Когда, то, что внутри нас, оно вообще никаким образом не хотело соглашаться с какой-то реальностью. И нам пришлось где-то большую работу над собой провести, прежде чем мы, даже если мы не поняли вот эту реальность, или мы не согласились с нею, то мы вынуждены ее принять как данность, и ничего с этим не поделаешь. Но этот опыт вас закалил и сделал сильнее.
И вот теперь, мои дорогие, вот это израненное сердце, заштопанное, оно уже не болит. Но и шрамы эти, увы, никуда не денешь. Но где-то именно эти шрамы нам позволяют не найти какие-то еще раз грабли, или не довериться, или быть более внимательным у вас на деньги. Может быть, какой-то или кто-то из вас буквально с каким-то мошенничеством прежде и сталкивался. Поэтому вот этот грустный опыт, как опыт жизни, жизнь нас не только мучает, но и учит. Но вот не должно быть повторено какой-то минусовой ситуации. Поэтому будьте внимательны. Кто-то действительно может изучать, ну, буквально вот какие-то интернет-технологии или вообще, в принципе, как работают системы взаиморасчетов электронные, потому что прежде была какая-то грустная история, я такое допускаю. Пусть один-два, но у кого-то именно это и проигрывается, потому что было какое-то доверие, доверие тому персонажу, которому не стоило доверять, а в наше время, как и искусственного интеллекта, мои дорогие, так и когда прогресс идет семимильными шагами, нужно научиться себя беречь и куда-то не торопиться. И если нам сразу кто-то обещает золотые горы, надо подумать, а почему это так? А что от меня нужно этому человеку? Нас прежний жизненный опыт по этой карте учит не попасть в просак еще раз. И поэтому вот та боль, которая была когда-то, уже теперь не болит, но и вас останавливает от неправильных действий. И это где-то по финансам. Может быть, что-то и согласовать, навести справки, найти недостающую информацию. Но, мои дорогие, куда-то точно не торопиться. На кону солнца я могу предположить, что вообще не траты, ну, как бы в эту неделю, потому что у вас на кону, посмотрите, какие две шикарные карты. Это вы теперь можете что-то согласовывать, да, с учетом аркана справедливости или правосудия, как мы называем. А на кону тут уже вообще что-то, как новый интерес, какой-то новый успех или возможности нового успеха, но вы еще на выборе. Может быть, прежняя как раз история, она и не была полностью со знаком плюс. Но вот теперь нужно и рассмотреть новый вариант, но и не повторить какие-то прошлые ошибки. А на кону какая-то судьбоносная может быть история с новым качеством жизни. Но нельзя замечтаться, мои дорогие. Любовь и личная жизнь. И еще один старший аркан. Колесо фортуны. Безусловно, фортуна. Это нам, с одной стороны, и может казаться, что это фартануло нам, поэтому просчитайте все. Может быть, знаете как, оставьте за собой вариант для маневра или словно возможность отступить полшага назад. Вам это будет помогать. Вам будет помогать, если вы словно попробуете, да, вот как я говорила по двойке пентаклей, попробуйте и будете видеть, насколько это сработало. Но сказать, что мы кому-то доверяем, по этим всем картам я не могу однозначно. Здесь нам как раз и колесо фортуны говорит, что с одной стороны это действительно может быть словно какой-то прорыв, и у вас прекрасные карты. Но и просчитаться-то мы тоже не можем. По этому аркану мы не можем упустить время. И, видимо, благоприятная неделя, что-то прояснить, с чем-то разобраться в каком-то вопросе. Потому что это ведь всегда карта цикличности. Будем откровенны. И вот это колесо, как колесо года, правда. Сначала оно идет наверх, да, как сезон один сменяется другим сезоном, так и во вращении колеса сначала идет движение вверх, а потом неизбежно будет какой-то спад. Поэтому не теряй времени даром. И если у тебя на повестке дня или недели стоит какой-то вопрос, пусть по части личной жизни, любви, каких-то предложений или каких-то новых перспектив, отправляйся, может быть, буквально в какие-то инстанции, к юристам, проясни какой-то вопрос, как в отношении тебя работает закон, или в твоей ситуации чего ты можешь ждать, и ничего не откладывать на потом. То есть, если есть вот на данный период времени какая-то тема, то ее нужно сразу прояснять. Не надеяться, что само как-то разберется. Или на его величество случай. Нет, тут случай со знаком плюс проигрывается именно тогда, когда мы по факту детализируем либо новость,
либо предложение, либо информацию, либо ту возможность, которую вы сами находите, или для себя хотели бы что-то осуществить. Да, тут вот это солнце. Но мы пока сдаем еще жизненный экзамен. И как мы сдадим этот экзамен, не случайно две такие карты. С одной стороны фортуна, потому что все-таки ну, период достаточно благоприятный, но благоприятный для прояснения и чего-то не упустить, или правильного выбора, да, иными словами, выбор это тоже экзамен. Мы выбор делаем часто на автоматизме, мы этого не замечаем. Психологически так устроен человек и сознание, как великий шаблон или привычка, мои дорогие стрельцы, чаще всего срабатывает так, как уже по накатанной колее у нас шло. А тут я вижу, нужно сделать что-то по-другому или с новыми деталями. И у кого-то это будут вопросы много старших арканов касаться личной жизни, а у кого-то вашей занятости или денежных каких-то тем или согласований. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые стрельцы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.